Оператор? Слышь, собаки гавкают? Слышу. Они же не просто гавкают. Сегодня вообще в Одессе собаки не просто гавкают. Да, по собачьему, по кошачьему, по попугаючему поздравляют Ирину Маршал с именинами. Катя, такое счастье, что я даже... Ёшкин кот, Катя. При всем своем кулинарном багажнике у меня все отшибло, и я подумал, ну чем человека таки по-именинному вкусно накормить. Катя, картошечка с салом. Тут рецепта нема, потому что Катя не в этом месте. Тем более, как вы поняли, Марата нема. Короче, Марат так готовился, так Катя готовился, что у него аж поднялось давление. Остался сегодня дома. Но Алину он тоже таки поздравляет. Желает ей там от моей стрим. Ладно. Друзья, всем привет, с вами Скрипан. Привет, моих же. Эх ты, друзьяки! Поздравляет Марат, баба Катя. Все сегодня поздравляют Алину. Короче, она у нас в гостях. И этому видео сегодня по расписанию, короче, его не должно было быть. Но я подумал, ну все-таки Катя семья. Прям, да, как там говорят, время течет, утекает, река, вот это Ниагарские водопады. Все остается, а должна быть какая-то фиксация событий. Купаться? А ну зови сюда Алину. Алина! Мы играли в магазин. Ага. Разбирали ваш подарок? Нет. Потом мы играли... Во что мы играли? Мы играли в этот... В тату-салон, короче, вы играли, я так понял. В салон. Во что вы только не играли? Ладно, вы когда наиграетесь, я хочу... Вот, смотрите, вот этой сегодняшней передачи быть не должно было быть. Но я подумал, почему нет? Пусть она останется в памяти. Пусть это будет небольшая передача, но такая семейная. Мы всем телевизором, все поздравляем вас. Да, солнышко? Сейчас пойдешь, сейчас пойдешь купаться. Иди, проверь воду, иди. Иди, проверь воду, но не залезай. Проверь, теплая она или не теплая. Сейчас вы будете купаться, все будет хорошо. Я быстренько пожарю картошку, что-нибудь еще там. Дома есть персики. Вас с именинами. Короче, там баба Катя, евреи там поздравляют. Весь мир, кто вас знает, кто имеет счастье носить вот такие вот головные уборы. Слушай, а я хочу тебе сказать, Что? ты знаешь, у тебя голова выросла. Серьезно? Да, потому что то, что я смотрю... Это все кортизол, это кортизол. Я стал умнее. У него еще и поза выросла. Но, Сережка, это признак ума. Вот я за это и говорю. Наконец-то, я живу да. с правильной женщиной. Да, она меня напитывает, там, умом напихивает, короче, фарширует меня по полной программе. Я Да. хоть не дурею с ним, скажите мне. Катя, успокойся. Спасибо большое всем огромное за поздравления. Особенно благодарность тем, кто начал меня поздравлять в 4 часа утра. Вам отдельное спасибо, ребята. Да, так что мы чуть-чуть опоздали, начали тоже там с утра, часов в 10 мы уже Алиночку в Инстаграме поздравили. Так что, Алиночка, мы вас, знаете, я вас от всех мужчин. Мужчины, наливайте. Чтобы вы нам были здоровы. Ульянка сейчас тоже придет, будет купаться. Я предлагаю эту... Будем открывать. Про Петроли? Да. У тебя известные? Да. Короче, там был... Вас сегодня все поздравляют. Сейчас я позову Ульянку. Позови дома. Позови. Ульяночка! А вы видели, Ульянушка? что у нас еще один попугай? Да. Ну, вы же это вот... Иди зови ее. Иди позови ее. Понимаете, что можно такое делать. Кс-кс-кс. Рыжий кот, иди сюда, иди ты тоже. Кс-кс-кс. Иди ты тоже поздравишь. Можете сейчас, Алина. Алиночка, вас и Моня поздравляет, и Беня поздравляет. Все. Боже, его на улицу вынесли в честь такого праздника. В честь такого события. Баб Катя, всем там скажите, девочкам, мальчикам на привозе, пусть себе что-нибудь наливают, а можно из гораздо такого Чтоб не человека. поцарапало Все, вас. целую. Нет, это что? Все. Ах ты леопард рыжий. Я хочу сказать, что самая красивая – это наша Фрося. Вот мы ее с самого начала назвали ее Фрида. Но думали, пока она маленькая, как-то на Фриду она не тянула. Думаю, будет пока Фрося. Ну что-то до Фриды, пока она... Подросла, так и не поволосела, да. и- Это был лучший подарок на день рождения, правда? Это был самый лучший подарок на день рождения. И сегодня с утра, как она меня поздравляла? Они же не мяукают, удивительно, они тявкают. Вот я такой... видела Мурнякают, по интернету. тявкают. Вот она носит этого большого кабан. своего утенка и делает так, вот так. Тик-тик-тик. С днем рождения. Да, с днем рождения. Ура! Так, это сюда. Это заходи. Что, Алиночка, там бассейн чистый, не стесняйтесь, для вас можно вот что угодно там делать. Хорошо. Малина, абрикосы, сегодня весь сад для вас. Что, Катя? Кидай свою картошку на сковородку. Давай ставить кофейник. Алиночка, вы еще не ушли далеко. Я хочу, с вашего позволения, ну чисто подглянуть. Вот я хочу сказать, что, понимаешь, вот эти вот... Можно?
мы же все дети вот этого ТикТока, да? Вот этого. Трендов. Да, всякого. И вот эти профитроли, это же просто вот их показывают со всех сторон. Я думаю, надо же... Катя, мы сколько в метро ходили, я думаю, что раз 12 об них Мы просто спотыкались, но ТикТок не имеем, мы ни Серёга. разу не думали, что это Поэтому именно мы не оно. знаем, что покупать надо. Мы по Как оно старинке. всовывается, вот так вот. Ох ты. И тить колотить, что за размазня. Они что, опухли? Ну, вот это я говорила Олегу, что не надо, как пиццу он любит, знаешь, как раз... Надо в холодильник поставить. Пусть они Ничего чуть-чуть... страшного. Ой, я вас умоляю. Катя, может быть, в этом и прелесть. Алина говорит, что они в ТикТоке и так нашумели, Катя, что их разнесли и размололи. И что, оно всегда под крышкой вкуснее, да? Ёхан ли Это бабай. самое вкусное, это салатика по макаре. Боже. Кстати, по поводу салатика, я сегодня, с вашего позволения, чисто пару помидор испорчу. Слушайте, ребята, вы только посмотрите на этот помидор. Нет. Вот чтобы все понимали, самые вкусные помидоры, самые сладкие, самые вкусные, это вот когда вот она уже вот она. Чем уродливее, тем Я говорю, вкуснее. чем страшнее, тем вкуснее. Все, да, так что будет сегодня вкусно. Стою я вчера в метро, домашний Ага. как бы я еще не видела, до базара не дошла. Стою вчера в метро и выбираю вот эти помидоры. Слышишь, я просто выбирала, смотрела, что вот где такая самая-самая страшная помидор. Ну, в метро я так и не нашла. А сейчас такое время на базаре, что уже красивых нема. Там одна страшнее другой. Да, я сегодня был тоже на базаре. Катя оставил дома вас встречать, да. И мы с Алексейкой заехали. Стоят, Катя, а там буквально, не знаю, там 3 помидора, вот там, где мы берем у Ярика. Закончились? Катя, разнесли, они говорят, Сережа, успокойтесь, их хвалить. Людям не хватает. Так что, Хоть ребята, нам пусть оставят на следующий раз. все будет нормально. Я предлагаю пробовать. Сейчас все будем. Я дам вам и тарелочки. Давайте вы сегодня в гостях, а я ваша Сережа. И буду вас такие обслуживать. Пока к Милане проверю температуру воды. Давайте. А она пошла, она внутри? Она пошла за сестричкой. Strangers in the night, лабудай. О, поймал, ты видел? Лабуда-дуда, да-буда-буда. А ты что, собрался пробовать? А доктор знает, что тебе можно уже? Ляп? Все, им достаточно. Катя, они такие, держи эту тарелку. Можно мне скалиться, пожалуйста? Ляп, держи эту тарелку, пожалуйста. I love you. Ой, боже мой, Катя! Вот что это? Вот они пахнут профитролями. Ну, размазня такая. О, Елисей, ты что? Ты папу превзошел? Ё-моё! Вот Он так вот хотел с берешь. корицей. Вот так вот, видишь? 2 пальца там, 3 свободные. Ладно, потом научу. Так, мне вот это, пожалуйста. На. И смотри, не перепутай ничего. Ложечки знаешь где? Так, на тебе. Катя, может, самовар раскочегарим или хотя бы чайник поставишь, может, кофей. Хотя бы косы может, свари с кофейник. этой самой, в турочке. Все, подарил ребенок Алине. Подарили. Подарок. My darling, you. Хорошо. Вот, слушай, как только когда готовишься там к выпуску, а это бабах-трах-бах, и просто захотелось, чтобы это осталось в нашем семейном альбоме на долгие годы, чтобы потом уже такая Миланишка будет, как мы. Будут ее внуки, правнуки, Я да, уже, знаешь, как наши. старая еврейская мама такая, нам такие уже есть, что ей рассказать. А теперь еще нам будет, что ей показать. Самое лучшее видео, это вот такое вот, понимаешь, Экспромт домашний. пляжная вечеринка, все в домашнем. Кто в чем проснулся, да, так оно и есть. Алиночка, Правда вкусно? Оно сверху сладкое, а внутри такой шоколад горький и очень вкусно. Очень Не вкусно. сладкое, не а еще раз, я вот сегодня, с вашего позволения, в Инстаграме, пока вас там поздравлял, немножечко прибрехал. Там, Маэстро Берштейн, бла-бла-бла. там, А что ты прибрехал? А вот я хотел, чтобы вы меня поправили и рассказали людям небольшую, но вашу историю. Как вы случились в Одессе? Точнее, вы же здесь родились. Как вы вообще докатились Не, до ну такого, мне- что именно вы... Мне это нравится. Как вы случились в Одессе? В Одессе я случилась уже не секрет какого числа. Да. Внезапно я произошла. Тут же и родился человек. Да, год мы не будем уточнять. Оно не надо но никому. это было уже далеко за 55. Это не важно. Но я хочу сказать, что не просто, что Одесса как бы родилась во мне, да, я одесситка в 4-м поколении. А почему в 4-м? Потому что я дальше не искала. Может быть и больше, но где-то на 4-м Хватит и поколении, 4, да. Да, обрываются как бы все мои связи. Иди. Пойди, залезай. Вот. И получается, что Одессу я люблю всеми своими фибрами души, и мне очень повезло в моей жизни, что и мой муж, и все мои близкие любят Одессу так же, как люблю ее я.
Такие люди благодаря вам тоже любят Одессу, даже Одесса. когда здесь никогда не были. Одесса всегда славилась своими мастерами ручного пошива обуви, головных уборок и костюмов. Это было всегда. Одесские мастера, одесские портные, это было всегда во все времена. И вот однажды, гуляя по улочкам Одессы, я нашла, не поверишь, такое ощущение, что я перенеслась в какое-то, знаешь, прошлое из рассказов Бабеля. Когда старые мастерские, которые в подвале были мастерские в центре города Одессы. Боже, у меня мурашки. Я слышу Где эту что-то историю раз Девочки, 10-й, и у меня смотрите, мурашки. я вам сейчас что-то скажу, Алиночка, я вам сейчас ты передам чуть-чуть. Вот Да вы подожди, может... Не, вы сейчас будете дальше говорить, и вас будет слышно. А я же Да. думал вас сегодня не трогать, но понял, что третий микрофон мне надо будет, ну, чисто для меня. Вы дальше рассказывайте эту историю. И вот, Замечательную. гуляя по улочкам Одессы, а я очень люблю старую Молдаванку нашу, вот эти вот переулок Утесова, Успенская, не такие вот эти, ну, Современные. Дерибасовскую и такие набитые стопами туристами улицы, а именно старые такие улочки одесские. И там всегда были мастерские. И вот я увидела такое ощущение, что я перенеслась в какое-то далекое прошлое, начало 20-х годов, когда неповские были вот эти маленькие мастерские. И что вы думаете? Мало того, что эта мастерская выглядела так, как она вот выглядела, именно как с рассказов Бабеля, но она и внутри была точно такая. Ты понимаешь, там стояли... Вы говорите, я вас не отвлекаю. Все. Боже, какая красота. Шахер-махер, да. И мы же... Они там воду поделить не могут. Катя, не обращай внимания, я за ними смотрю. И мы зашли таки туда, а там внутри было еще круче, чем было снаружи. Старые швейные машинки Зингер и такой очень, ну не хочу сказать старый, очень-очень Своеобразный. взрослый еврей. Винтажный. За машинкой Зингер. И вы не понимаете, вот так вот у него была папироса. Он всегда вот так вот как держал папиросу. И он сказал, таки, здрасте, вы что, ко мне? Легендарная фраза, елки. Я еще не знаю, но все может быть в этой жизни. Он говорит, давайте поговорим. Я хочу сказать, что мало того, что его работы, он мастер-шляпник в 4-м поколении. Йо. И на нем остановилось вот это вот его продвижение по родовому его Вот я же так в линии. Инстаграме сказал, он там сидел в этом по своей Никому, мануфактуре. получается, И... не передал из Нет, своих. там было, но пошли немножко У в него медики. был единственный сын, который пошел в медицину. Да. Он не пошел поэтому. Он сказал, мне это неинтересно, я не хочу и все такое. Но самое главное, если вы думаете, что он мне сказал, Алина, здравствуйте, вы будете моя ученица, нет, такого не было. Не было? Такого нет. Это все получилось. Вы знаешь, когда звезды как-то так вот выкладываются, Да, они да, выкладываются вне зависимости. Вроде как и вместе с нами. Настроение, количество чашек выпитых до обеда. Ну там все Но должно это- совпадать. Цигарка. Это все вне зависимости от нас. Когда я ему сказала, что я имею образование, у меня же, извините меня, 2 высших образования. На после- секундочку. Я мастер... Алиночка чуть-чуть же не стала фирменной киевлянкой. Да? Но мама сказала, ну тебе не надо, иди домой. И вернула ее обратно в Одессу. То есть образование у меня позволяет. У меня училище, у меня высшее... высшее Говорите, учебное- я ваша. Институт легкой промышленности. То есть я мастер по пошиву мужских костюмов. Мастер-модельер высшей категории. И когда я увидела, как он это делает, я поняла, что вот на нем вот эта история, вот не будет его, и вся эта история, она уйдет. Ввиду очень многих обстоятельств, она просто уйдет. У него есть такие вещи и такие кепки, которые вот на нем остановилось это мастерство. Это никто не делает, потому что утеряно мастерство, как это делать. Очень многие колодочные такие варианты. Слушай, я буду как Фредди Меркури. Все, да. Он может... Не, вы просто туда говорите, а нас будет слышно. Да, все. Шикарная вещь, я потом еще расскажу, покажу. Ну ты понимаешь, я могу рассказывать очень долго. Ты вот это вот зря вот это вот начала. Алиночка, вы говорите, я вам повесил микрофон. Катя, он там третий отобразился уже? Третий Да, на да. приемнике. Все, вы работаете губами, я буду работать Потому что это не руками. остановится. Но и когда я ему сказала, что я бы darling. хотела учиться, тоже он говорит, мало ли, что ты хотела. То, что у тебя есть имя, то, что ты имеешь образование, это еще абсолютно ничего не значит. Он говорит, Алина, ты знаешь, какие мне джипы подгоняли, сколько мне денег давали для того, Чтобы я научил? чтобы я научил, как бы это делать. Он мне говорит, не пришел еще мой человек. Вот он мне сказал эту фразу, не пришел еще мой человек. Но мы с ним подружились просто, я хочу сказать, что в его мастерскую приезжали люди просто поговорить за жизнь. Вот просто с ним поговорить за жизнь. Мало того, что он делал людям на голове. Не заказать, не заказать, Он еще, да? Катя, ремонтировал их изнутри, ты понимаешь? То, Конечно. что Это ж- заказать, это одно. Но это было еще, кроме всего прочего, это еще было просто поговорить за жизнь. Потому что, так как говорил он, это не мог говорить никто. И получилась такая... Сейчас, секундочку. На чем вы остановились? На том, что вы побежали спасать детей. Все, дети в безопасности. О Короче, том, маэстро что люди Бернштейн. приезжали поговорить за Поговорить, жизнь. да.
Просто приезжали поговорить за жизнь. И мы точно так же, мы просто с ним сдружились. Мало того, что мы с мужем очень любим головные уборы, естественно, мы делали много заказов, все, мы любим головные уборы, но так случилось в его жизни, его неожиданно, с ним случился инсульт. Вот так И вот, он попал вот так в вот нам больницу. будет красиво. И он попал в больницу. И мы приехали к нему в больницу его проведать. Просто как знакомые Ага. приехали проведать. И он мне говорит, слышишь, Ладно. ты мне там говорила, что ты умеешь держать иголку с ниткой в руках. Ага. Я говорю, ну немножечко, чуть-чуть, извините меня, 7 лет отучилась. Он говорит, у меня там есть жирный клиент, у меня там лежит срочный заказ. Ага. Его нужно А мне поделать. сейчас некогда, я тут... А я тут анализы немножко сдаю, занят. да. Я тебе, вот тебе ключи от моего цеха, иди туда. и Серьезно? Все будем Обалдеть! делать на телефоне. То есть это было просто вот так вот. И самое интересное, когда я пришла в цех, это же нужно было все там найти у человека, там, где оно все лежит. Как мы это все делали? Это нужно было видеть. Почему? Потому что это отдельное мастерство. Вот у меня кто не берет кепку, вроде все понятно. Но как это сделано? Непонятно. Должна быть А ты там не поймешь Должна абсолютно. быть своя технология. И по телефону это звучало приблизительно так. Алиночка, вот тот ябрик, видишь? Ябрик, вот к этому ябрику. А там вот такое вот волнистое, вот это на то наложи, садись под ту машинку и делай вот так вот. И смотри, ничего не перепутай, самое Ты главное. ничего не перепутай. Но самое интересное, понимаешь, что у меня же было образование, и я понимала, что такое расстрочной шов, что такое перестрочной шов, что такое... Но он этих названий не знал. Нет, он знал эти названия, у него Знал. тоже было. И поэтому нам в этом плане было легче общаться. Но вот так приблизительно все это проходило, как бы наше общение. Но А потом, это когда он вышел вот из этот больницы- общий язык делал из вашего разговора видеозвонок. Правильно? Вот такой себе. Да. Чтобы вы То есть понимали, за что вы видеозвонка говорите. не было, как бы тогда еще не Когда было. и мобильных не было. Нет, мобильные Так, были были? уже, но все это было очень примитивно, кнопочные телефоны. Они Мы с были, ним Катя, общались. тяжелые. И мы с ним так и общались. Но это все было вот так это все было примитивно. И когда он уже вышел из больницы, у него начало сильно садиться зрение. Я его возила, и он тогда, в знак снисхождения, в знак благодарности, я забирала его утром из дому, привозила его в цех, и мы вместе как бы работали. С ума сойти. И он мне показывал секреты своего мастерства. Потом у него случился второй инсульт, и вот после второго он практически ослеп. И мы с мужем были свидетелями того, как он практически вслепую пошил свою кепку. Почему я всегда называю его маэстро? Потому что то, что мы видели, это было просто нереально. Он щупал, он все делал на ощупь и практически Катя, у меня на ощупь. волосы дыбом. Алиночка, успокойтесь так. И когда я его спрашивала, Володя, посмотри, правильно я сделала, он мне говорил, да, я пощупаю. Он С ума щупал сойти. и Не говорил, посмотрел, да, правильно я я пощупаю. сделала или нет, понимаешь? И поэтому я называю его маэстро Бернштейн. К сожалению, его уже давно нет в живых, но его дело, которое есть и которое я проношу как бы сейчас, оно вот Живет. живо. Мало того, я хочу сказать, что я надеюсь, вы доедете до моего цеха, я Мы вам обязательно покажу, доедем. я вам покажу колодки, колодочные варианты кепок и колодки, которые не просто его личные, а которые перешли ему от его отца. От мастера к мастеру. Да, от мастера к мастеру. То есть у меня есть такие уникальные колодки. Я понимаю, может, это кому-то уже не нужно. Может, кому-то Ребята, это имейте уважение, не неинтересно. переключайтесь. Я хотел сказать, бывают редкие ткани, а бывают вообще и как динозавры колодки. Вот он есть, и все, ее второй такой нема И я колодки. хочу сказать, что я очень-очень стараюсь. Моей основной такой задачей было вот эти старые колодки, эти старые модели перевести в современный лад. Интегрировать, Сделать это короче, из в того, нашу да. вот эту вот И бесшенную сделать жизнь. такое ретро из дорогих тканей. из Что у дорогих вас случилось? колодок. Вот такая моя история. Всех жду у себя в гостях. в цеху. Спасибо! С именинами. Что у вас случилось, а? Ничего. Ну, правильно, вода я холодная, тебе потому что говорила, что Елисейка она молодец, холодная. взял тебе, короче, что у знаешь, тебя что сделал твой с сын, лицом? Катя? Что ты сделала? Взял шланг с холодной водой и Это не засунул. он. Он подумал, Давай. что ей так мало воды, ей надо столько, ну, Так, она ты должна быть видела, что холодная. тебе всё лицо Факт в том, грязно? что... Что ты сделала? Это, Можно. это Етить, краска колотить. тут? Что Можно. Пирожное увидела. Так давай. Так не это смой. твое. На, смотри, это Ты твое. будешь так ходить грязно? Это Миланкина. Хорошо. Любое. Это Бери твоё. А какое Катюшечка, полотенце где? А вон на Смотри, веревочке. они абсолютно... И возьми Полотенца там вот там любой сухой висят. купальник, пожалуйста. Да. Идем. Иди, Алина тебе поможет. Иди, Моя зайка. сладенькая, иди сюда. Катя, если ты считаешь, что в этом мире надо прямо все снимать, Не, я вообще не знаю, что мы сегодня снимаем. Мне понравилась история. Я в очередной раз ее я, услышала. смотри, я вот это хотел оставить. Те, вот кто не слышал, нашем я думаю, семейном люди альбоме, получат конечно же, да. удовольствие. Моя любовь. Иди. Как там, хотите лично сказать там? Иди, моя Алиночка, любовь, давай. I love you, спасибо за фурик. Вот вам номер телефона, да? Бибикайте, человек такой, что Давай, и днем и ночью. Если вам надо поговорить, можете тоже позвонить. Давай. Кушай. Давай. А Алина, она мне сама говорила, что есть люди, которые звонят просто Я за знаю, поговорить. Катя, но я уже сразу хочу этих людей предупредить. Вдруг она не возьмет телефон, значит, руки ее заняты.
Кому-то строчит фурик. А где мы с тобой сядем? А ну, Елисейчик, вставай, пусть она там. Оба. Алиночка, спасибо вам. Я когда-то Ну так что, сильно... вкусненько? Да. Хочешь фокус, оператор? Давай. По-китайски. Если ча-ча-ча, ляп, ляп. О, продастся. Как говорит баба Катя. Все, Катя. А картошка, Катя, ты видишь, какая молодая, хрустящая, малокрахмальная. Обалдеть, Катюня. Я поджигаю. Так. О, давай заграйся, заодно и пообедаем. Катя, я на такое событие, Катя, сальцо держал. Я надеюсь, хоть ты не все его туда сейчас. Шо-шо? И хоть не все его туда Сало? сейчас, да. Катя, я кусочек такого немножко копченого и все. Ты что-то, у каждого нормального должен лежать кусочек сала. Небольшой. Вот это копченый? Ой. Это хоть соль, не плесень. Хочешь лизнуть? Нет. Катя, оно ж с морозилки. Смотри, как это красиво, Катя. Вот что значит японский нож по холодному салу, Катя. Это что, ледокол, Катя, долбящий айсберг. Ему все нипочем. Только покажи, Катя, кого долбить. Я так вот чисто, Катя, для ароматного небольшого одесского вкуса. Ляп-ляп. И вот, Катя, видишь, еще и на другой день рождения остался. Ох. Я там начал рассказывать, но ты уже отключила микрофон. Там же, ребята, у нас с Алиной тоже своя история есть. Как это? Как мы Ну, познакомились? как говорит баба Катя, да, то Сережа расскажет в другой передаче. Как мы тоже искали кашкеты, слышали легенды, но не понимали, за кого речь идет. А потом как познакомились. Боже мой, как я попал первый раз. Ребята, вот то не дай бог никому, или дай бог каждому, короче. Ну, я там чуть с ума не сошел. Мы когда до Алины попали вот в ее эту маленькую творильню, Мастерскую. да, мануфактерскую. Катя, заходим, ребята, чтобы вы понимали, вот так вот стенка, вот так вот стенка, и там в углу еще немножечко. Кашкеты разные. Да я так же зачирикал сразу с переляку, думаю, а что же мне делать? Я же хотел один, теперь я хочу тот. И еще хочу вот эти, ага. И стою такой один на голове и две в руке. Кепки. И вот так вот минусь, Катя. А дальше я не помню, хлопок какой-то был. Я через время пришел в сознание. Потерял я его тогда, да. Все, еще один кусочек. Вот только, наверное, сало имеет такую, Катя, возможность, даже не знаю, функцию, в любом виде, в замороженном, в охлажденном, в мокром, в теплом, сохранять в себе прямо пипец, какое, Катя, копчение. Все, и это вот на следующий день рождения. Быстренько сполоснул. И что, вы такие покупались уже? А. Вам там нужно ставить... Вы как Афродита, я же вас далека не видел. Ё-моё, а это что, от старого кипятильника? Меня дед таким по попе пару раз угадывал. Это медь натуральная, слышишь? Я золото-полосатая. Боже, какая вы красивая. Знаешь, как это самое, как восточные женщины все носят на себе, чтобы в случае чего было что продать, так и я. Так, Что? мне нужно... Я хочу сказать, что дипломания можно уже оставить там, чтобы продавать места. Продавать не надо, мы вас так всегда рады видеть. Да, нет, там хорошо. Катя, иди отсюда, стоишь там что-то, на жвачку встала, что ли? Ёлки ты палки. Пипец. А, может тебе, Катя, не видно, куда идти? Так Она пытается залезть? Так я тебе покажу. Нет, она со всех сторон его кружит. А знаешь почему, Катя? Потому что вода холодная. Слышишь, что я говорю? И она и так, и сяк, и так, и сяк, и так, и сяк. И гается об себе. Катя, мы почти успели к Алининому дню рождения. Лилии почти зацвели. Иди сюда. Ты видишь, Катя, какой размер? Вот стой Это здесь. королевская. Я сейчас встану на секундочку. Подожди, а это какие? Это желтенькие. Мне нравится, что они все у меня без запаха. Катя, А. Володя Галкин перезвонил, сказал, Сережа. Майя Ивановна тоже. Сказала, ты ее покорил этими головами, Вот такими Аннабель. огромными. Ты Да. что? Мама Таня тоже захотела, чтобы у Володи была такая голова. Такая же светлая. Катя, они пахнут? Ну, Нет, я хочу тебе сказать, что они пахнут. Нет, а ты меня сними оттуда, Катя.
Я говорю, вернись на пьедестал почета. Что ты ходишь за мной, как будто бы, Катя, я неверный, елки-палки. Смотри. Сикардос? Ты посмотри, какой размер. Ё-моё. Выше тебя. Я уже не Алина помню. прогуливается. Слушайте, вам идет. Смотрите, Да. одна палка ваша, другая палка нашей мамы. Все, вот они когда вырастут, будете их нюхать. Еще рано. А эти, кстати, пахнут. Эти большие. Они пахнут. огромные, они красивые. Ну, не такие, как секвоя, конечно. Но когда вы сидите рядышком, меркнет все. А вот эти вот это вообще, слушай, как это? Это Катина достопримечательность. Это, я бы сказала, как мастер по пошиву головных уборов, размер 60. Точно, да, это колодка. Только в Катиной мануфактуре. Вот тебе на, тебе да. Где, голубенькая? Давайте вашу ручку. Что там, не бойся, он хороший, он с тобой здоровается. Идем, идем. Вот это голубое. Это ель обыкновенная, или как ее штамбовая. Это елка на штамбе, да. Да. Я ребенок Колючая, голубая. асфальта и бетона. Для меня что персик. И балконы, короче, да. Тигр. Тигр. Тигрёнок. Он Миланья? у меня встречался, я открываю двери. Милашка, ты показывала крестной, какие абрикосы? Не персики, что у тебя в руках? Иди покажи абрикосы. Иди покажи, Алина никогда в жизни их не видела. Точнее, видела, но никогда в этом месте. Катя, оно уже потеет. Так, что мне надо? Быстренько слить воду. А, я же забыл сделать то, что я хотел. Тай, тра-та-тай, дра-та-тай, дра-та-тай, дра-та-тай. Ох, ты шо. Катя, ты что, у тебя что, отвращение до этого рецепта, Катя? Почему это? Так иди сюда, сними, как красиво шкварчит. Мне просто не нравится, что ты не передвигаешься, будешь- Катя. ты будешь сотри мне меня, Катя. Возраст здесь ни при чем. Это от человека зависит. Ты можешь, Катя, в 30 лет валяться, а можешь еще и 80 бегать. Так что я хочу, чтобы ты меня в 80 бегала. А? О, А ну-ка покажи ручки, пальчики. Моя ты принцесса. Все. Наконец-то, да. Когти покинули нормальные руки, как это? Или что там произошло у вас там? Ай, на-на-на-най, на-на-най, на-на-най. Боже, ты прям красотка, Ульяночка. Потому что папина дочка. Смотри, что происходит. Сало пусть продолжает потеть, Катя. Вот в чем прелесть вот этих вот сковородок и афганских казанов. Вот они как Алина Маршал. Вроде бы как все, а на самом деле ничего подобного. Прямо эксклюзив. Ты даже сушить ее не будешь, каждую картошинку, как Марат любит. Хотя у Марата поэтому давление подняло, что я ему сказал, что Марат, я сушить ее сегодня не буду. Он говорит, нет, Серега, не. Я говорю, ладно. Чисто на обед. Что? Кого не боится? Картошку? Нет. Боится, но не картошку. Что ее бояться? Она ж вкусная. Буду лежать я на дне морском, жизнь и тоску и покой. Боже мой, что вы с собой сделали? Это ваше? Я же вас никогда такой не видел. Обалдеть, Алина. это просто я, понимаешь, чистая голова помылась в какой-то веке. Ага. Чистая голова. А что ты хочешь поносить? Такие волосики? Я же таких никогда, ёшкин кот, ты что? Даже в бурную свою шевелюрную Это знаешь, молодость. я когда разговариваю со своими клиентами, ну, там Ага. говорят мне размер и все, а я знаю, что мужчины склонны немножко преувеличивать свой размер. Я про голову сейчас говорю. Кстати, про клиентов. Да. Я запоминаю вопросы, как тот известный корреспондент. А вы отвечайте. Я имею в виду про обхват головы. И это я всегда спрашиваю. Простите, говорю, а вы на голове волосы носите или полный кабриолет? Ну да, чтобы понимать, с чем придется иметь дело. По поводу вопросов. Самые такие себе непростые люди мира сего имеют счастье носить ваши кепки? Ну, я имею в виду, что да. Баба Катя мне в газете, как это, «Привозная брехня», было написано, у Элтона Джона есть кепка вашей работы? У Элтона Джона нет. Не повезло ему. Брехня. У Элтона Джона нет, но у очень многих известных людей, фамилии которых я вообще как бы стараюсь Не фамилии афишировать. своих клиентов никогда не афишировать. И Правильно, хочу я сказать тоже. одно, что для там Бориса с Краматорска и какого-то Элтона Джона я буду работать обязательно качественно, точно, ну, одинаково качественно. Одинаково красиво. Я подойду как бы к работе.
Вот. Я могу сказать, что у очень многих знаменитых людей есть мои кепки, есть мои кепки у Моника Белучин, Саманта Фокс, первых Дженнифер лиц Лопес. государства, криминальных авторитетов и так далее. Классно вы сказали. Еще И у Сережки Липована. Подожди, там Иногда- еще у какого-то какая-то там фельдмаршала, там такой Иногда у меня фуражка. бывают такие У моменты, летчиков. Ага. когда мне заказывают какую-то эксклюзивную вещь, я понимаю, что она эксклюзивна. И я потом вижу это изделие на очень-очень известном человеке. На Я секундочку. знаю свои кепки, я могу их отличить, ну как ты там, я не Как знаю. Месса Берштейн с закрытыми глазами, да. Как да. ты своих карасей, Вот понимаешь? так вот, прищурившись. Я могу четко отличить как бы свои кепки, и я вижу эти Да, кепки. не, многие же берут на подарок, даже не говорят кому. Да. Просто обратились, вы раз себе выслали и пошло Иногда поехало. меня просят делать без бирок или Ребята, льняные бирки. Австралия, не пугайтесь, да. Доставка за ваш счет, конечно, и она поедет куда угодно. Самая отдаленная точка мира, куда ваша кепка гулялась. Австралия. О, ёханый Ты бабай. таки угадал. Угадал. Брат, ты будешь вторым. Да. Но я хочу сказать, есть одно но. Куда угодно. Вот у меня едет. так, Арабские Эмираты 5 дней. Штаты Это доставка, 5, да? не поверишь, Штаты 5 дней. Крайний раз я отправляла 2 посылки одновременно в Штаты. Это что, И мне- какие-то высокоскоростные И меня, верблюды их везут? я, как обычно, говорю, 10 дней. Мне звонит человек через 5 дней, говорит, Рина, что это было? Я говорю, что? Говорит, я в твоей кепке. Я говорю, как в моей кепке? Он говорит, вот так. Но Европа, это всегда минимум 2-3 недели. То есть легче донести самой. Я говорю, боже, я уже на самокате к вам быстрее бы доехала, чем эти ваши. Главное, что не доезжают, Да, неважно. да. Так что вот так. Один-единственный раз у меня была история, когда посылка потерялась, она не доехала. Я за свой счет компенсировала, человеку отправила. Она приехала к нему через месяц. У него было 2 кепки потом. Ай, молодец. Шахер-макер по-любому И сознательно это устроил. был Израиль. Слушайте, у Не, тебя я уже полосочка- подумал, там в у тебя Израиле полосочка какой-то так, у пошлин. Алины так. У тебя ручка розовая, пакетик розовый. Вы прям слышите? А. Мы модели. старались, смотри. Мы же... Мы рождены хотя бы вместе. Да. Еще в каком статусе? Ё-моё, Катя, У нас сегодня, кума. А. я хочу сказать, что вообще полоска и тельняшка – это наша одесская вышиванка. Это наше то, что это наш такой генетический код, который вшит у нас. Я знал это всегда, и поэтому я их не снимаю. Катя говорит, перестань, мне уже немножко стыдно, да. Поэтому я вчера одел тельняшку, но с рукавами, вот такую, да. И мы ходили вчера А я видела на Старокон. красиво. Она Ой. была очень красивая, это было очень приличный такой мамина черешня, такой мальчик такой мамина черешня. Катя, вот тебе повезло. Да. Да, Это по выражению лица что-то не скажешь. Сыночка-корзиночка. да, сыночка корзиночка. Да, да, Такой да, да. Мальчик молодец. Хорошо, вы хотите гуляйте, хотите сядьте побеседуйте, идите до детей, поговорите за внуков, а я быстренько рубану салатик. Да. Ой, и салат Алина будет. Каждому по помидоре, Катя. Сегодня же такой Ты день, шо, можно, каждому- можно и по полторы, Слышишь, елки-палки. Это помидоры, если что, отбиваться можно. Это ж можно. Давайте я сделаю из 4 ни туда, ни сюда, хорошо? Нет, 4 это очень много. Ты что? Ну, там же еще есть гости. Давай. Все будет нормально. Радуйся только для гостей. Не, он такой вкусный, это салат сочный называется, он просто бесподобный. Алиночка, вам не надо эти волосы собирать, они у вас такие, что ни у кого Слышишь, таких. золотой мой, ты походи-ка с ними по этой жаре. Я хочу на тебя посмотреть, как тебе это будет вообще как бы в кайф. Давайте мы с вами договоримся, волосы ваши, кондиционер наш, Катя. Нет, дело в том, что мы пока с Манюней играли, у меня поломалась последняя заколка, знаешь. Так, салатик маленький. Поэтому остаток дня я буду ходить так. А какую? Я сейчас вам поищу. Да, Вот ну. такой краб у Уляночки должен быть. Я, конечно, дико Тут уже извиняюсь. все, понимаешь, вот позорище, в чем ходит Алина Маршал, понимаешь, уже все разломалось, все, что можно было. Оно уже просто... Да подождите, это... Оно уже только раз, раз и тебе может ухо защемить, понимаешь, и все. Это называется с выдержкой. Да, это уже просто запугивает. Ай, Катя, даже не знаю. Вот так и хочется, Катя, что-нибудь повыстругивать. Слышишь, я же из этой ерунды могу что-нибудь такое, Катя, сделать. Шикарное. Я сейчас быстренько, Алиночка, вы все даже не понимаете. Чисто по-домашнему так вот порубал и до свидания. Это не помидоры, это прямо сказка. Я такой ревизор из мастер-шеф на балкон. Да, кстати, меня, кажется, Катя, и туда. Куда меня только не приглашали, да? Хата-на-тата. Извините, проекты телевизионные. Да ну я не такой человек. Я Я смотрю на эти помидоры, снисходительный, слушай, ну а его у в меня баню. слюна, знаешь? Дай из-за Алине чего? кусочек. Вот покажи вот эти зеленые косточки, вот, видишь, что это вот зелёное? Ага. Это же вот это вкус и цвет. Возьмите это вашей ручкой здорово. буквально чуть-чуть, да. Так И что- слюни вот эти, да, Да? самые вкусные? Это же вообще просто, тюлечка наша еще. Или брынзы кусок. Да ты что, все. Тут все Я идет. пропала.
Сережа, она сладкая. Есть на базаре, да. Есть на базаре место. Она реально сладкая. А я, получается, этот случай, я когда делаю салат, я чуть больше соли гроблю, елки-палки, чтобы сбалансировать вкус. Катя, это мясо. Я люблю, конечно, тебя, Катя, но не в стоячем твоем положении. Дай когда Алине ты- кусочек салфетки. Я Всё, уже, да. я возьму сейчас себе, что я... Вот она есть, не надо вам бегать. Спасибо. Больше Я хочу, чтобы ты снимала, Катя, как она чвиркает, брызгает, вот это капает и ляпает, Катя. Ну, что я не то прошу, Катя? Это очень вкусно. Согласен. Сейчас люди с Израиля поехали только потому, что в Одессе помидоры. Не подешевели. Хотя и подешевели тоже, так что не переживайте. А почем сейчас помидоры? Ну, за такие я молчу. Ну, раньше это стоило, даже было как это больно смотреть на ценник. Сейчас это, я вам хочу еще и дальше сказать, остаются, когда берешь. Я сказала все, что угодно, кроме цены. Кроме как цены, потому что я, потому Потому что, что он не знает. потому что я ее не Чисто знаю. по-нашему, по-одесски. Да. Ну, такая помидорка где-то, наверное, гривен 200. Нет, килограмм. уже Нет? 100 с чем-то. Уже 100, Да, 160, да. наверное, 150. Может быть, да. А когда я с Катей, с хорошим человеком по базару, так они для хороших людей еще и скидку делают. Да. Такие наши, Мне да. и без тебя там скидки делают, понятно? Я сказал, Катя, с хорошим Вот человеком. именно там, где я покупаю эти помидоры. А без тебя еще больше скидок делают. Без Да. Надо было тебя, так. без Не, они тебя. все время спрашивают, а где он? Я в 8 утра на базаре, они спрашивают, а где он? Катя, знаешь, А ты не А тебя сегодня не спросили, а где Катюня? вот. Кара А что Варге. самое интересное, когда я на базаре хожу сам, меня не спрашивают. Так это естественно, чтобы мужчина ходил по базару, правда ведь? Меня только сегодня спрашивали, чьи это красивые дети, а они за мной, это Елисей и Меладия. Катя, а тебе-то тут что делать, солнышко мое? Кто-то кричит или что ли? Нет, это петух орет. Боже, ну да, я в деревне. Так, сейчас мы быстренько тут. Ты говоришь, Катя, что ты мне это рассказываешь, что это ель. Я же ребенок асфальта и бетона. Я до некоторого времени, до нескольких лет тому назад, я вишню от черешни отличить не могла, когда она в дереве растет, понимаешь? Вот это да. Да. Ну, моя Катя тоже там абрикосы с персиками. Нет, абрикосы с персиками я различаю, Не а сразу. там, допустим, карп, короб, лещ, что с трудом. Она нам надо. 100% нет. Это как мне мой муж говорит, а зачем оно мне надо, если у меня есть ты? Вот. А также Юрий Анатольевич говорит, не обязательно знать все. Главное знать тех, кто знает. Боже, а То, что сальца, тебе надо. сальца, картошечка. Слышишь, а Сало это у меня на особые случаи. а Сегодня это ты именно тот картошечку случай. какую брал? Старенькую? Нет, сегодня беленькую. Беленькую и молоденькую. Молоденькую большую. да? Да, зашли до дяди Толи. А он мне говорит, правда, что у Алины? Я говорю, да. Так он мне дал ее почти бесплатно. Да ты что? Согласен. Вот это уже, если уже говорить красиво, только так. Эх ты. Будет немножко с луком, хорошо, Катюша? Ну, что значит хорошо, я люблю. Я бы такой, что и яичек бы туда штук 10 угробил. Но это мы сделаем на юбилей, правильно? А может, сегодня юбилей? Никому не говори. Катя, если я туда добавлю яички, значит, это юбилей получается. А если я не добавлю, так у людей есть за что подумать, да. Да, есть повод еще за что обсудить, за что поговорить. А, куда? Я думала, Катя, это в салат. успокойся, ты не шаришь. Там еще и на салат осталось тоже. Ну Все. ладно, я думала, что это в салат. Катюша, сегодня витамины будут в Они двух и исполнениях. тудой, и сюдой. И сюда подходят, Слышите, да. Алина, именинный обед. Как Да, он? нет, ну, классный обед, классный. Ты слышишь, как пахнет, Олег? Так он же поэтому и пришел. На запах, да? Сало вкусно пахнет. Оператора за кадром появился держатель телефона. Это я. Ах ты что. Вообще. А помидоров? Марат слышит по запаху или нет? Марат все знает и чувствует фибрами. Я же говорю, он так сегодня собирался, аж переволновался, и у него немножко поднялось давление. Девочки, не переживайте, буквально немножко. Ветер в ту сторону, Марата дует. Ага. Да не, у него там есть сегодня дело какое-то. Чтобы он нам был здоров. Будет обязательно. Я тебе хочу сказать, что сейчас эти погоды, ты видишь солнце, жара, туда-сюда. Ну, оно на всех действует, да. Вчера моя Катя, А что наша аптеку Катя? грабила. Ну, что-то там у нее там болело в одном месте. Ну, я имею в виду то, что там вот, Так дети, под кепкой. дети были с животом. Ой-ё. Только вчера с Олегом обсуждали по поводу того. Он мне говорит, раньше цитрамон был таблетками от всего. Я говорю, просто ничего другого больше не было.
А мы вот так, да. А мы говорили за уголь вчера с Сережей. Мы вчера За едем? марганцовку. Я пошла, принесла детям пакетик. Говорю, 1400 гривен. А он говорит, а раньше, говорит, дали бы угля, говорит, по килограмму веса. Говорит, и марганцовку. Говорит, Марганцовку, одно да. туда, другое оттуда. У тебя вот так вот раз, и ты свободный человек, елки-палки. И худой, и красивый, да. И животики не болят, И тебе понимаете? уже ничего не болит. Это нормальный период времени года. Здрасте, дети смотри, в саду Да, так. руки во рту, все это, все им Естественно. зеленые абрикосы нужны. Главное, чтобы дальше Здравствуйте. это не зашло. А так... Олег, Ой, твоя любимая, на сале. Шкварочки там. Сейчас, Сережа, так, это чисто так- чуть-чуть Это так красиво. побаловаться. А помните, когда давно еще, Катя, мы с тобой в ресторане, я не знаю, как это там по счету видео, но еще на пальцах одной руки можно было посчитать, жарим картошку вот такую же, там, бравенькую, со всеми делами. И Олег перезванивает, там вот люди интересуются, сколько стоит у тебя весь. Мы говорит, хотим купить, короче, всю эту сковородку и туда, я поближе к морю. Я говорю, Олежка, это не продается, это так чисто. Ну вот камера не передаст цвет. Да? Конечно. Камера цвет. Удобно так не удобно Ну, так не передает. хотя Катю мою поднаучили. Вот Я видели, тебе хочу сказать- вы видели, как она сняла сегодня Инстаграм для вас? Да, 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 я видела. она сегодня туда всунула все свои знания Обалдеть. и старания. Катя, иди сюда. А это киноэффект был или что это? Да? Очень круто. Очень круто. И цветочки, Да, и да. замок, хотя я его не люблю. Очень круто. Просто утопает в зелени. Васильевич, когда такое смотрит, говорит, Серега, а мы, говорит, смерек понасажали, говорит, елки. Они у них сами росли. Да, да, да. Красота, да? Это он идет. Вообще, я тоже сегодня посмотрела, залипла. А что мне хотеть, Катя? Вот все люди фонтанируют, когда слышат вот это вот замечательное имя. Маршал Катя в Одессе. Что в переводе маршал, это же сразу типа красиво, понимаешь? Ну не типа, а по-любому красиво. Ну так и да, красиво. А песню я пою. Ах, собирайтесь и брюнеты, и блондины. Алиманчик, вам будет речь держать, ведь нынче Алиночка справляет именины. И вся Одесса и должна про это знать. Парира, тач, парирм, ярм. Лично до вас, да. Так что и Катя сегодня постаралась как могла. Вот это вот весь свой Голливуд в себе собрала, сняла красиво и сделала правильно. Так что, ребята, переходите А в где Инстаграм ваши до Алины дети? Маршал. Так, чисто подпишитесь, и будет вам счастье. Даже если вам кашкет не надо. Как моему Бернштейну просто поговорить за жизнь, да? Ага. Катя, хочешь? Сейчас Алиночка пока отошла. Катя, я сейчас сделаю такое, что, блин, такое СМР делаю. или как Да они там послушай говорят, меня, СМР? Катя, ты должна помолчать особенно немножечко. Катя, как они там делают? Это капец. Ты должна молчать, Катя. Интересно, может, сейчас людям больше долбит в уши или больше хрустит? Думаю, что долбит. А ты что, значит, надо повесить его, Катя, в надежное место в другое? На повыше вот так вот. Ребята, и как оно вам новые технологии? Или такое себе? Такое себе. Пора перемешать. Катя, тихо. Сейчас, я уже этот. А вот так вот, Катя, тихо, тихо. А? Катя сейчас голодный обморок даже у сытых. Ребята, потерпите. Вот как я говорю, лучше вот этого вот звука шкварчания может быть только звук швейной машинки Алины Маршал. Это хитяра и номер ван. Я вот так вот поставлю. Пусть уже работает на качество. А я быстренько сейчас, Катя, доделаю. Ах ты шо. Да-д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 а. Алешка рыжий, вам будет речь держать, ведь нынче Алиночка справляет именины. И вся Одесса, и баба Катя будет поздравлять. Парира, тач. Катя, это кто? Баба Катя — это легендарный человек на привозе. Это на рыбе, да? Хозяйка, да, всех, вот все, что легенды за рыбу ходят, это от бабы Кати они исходят. Потому что
А что еще делать, когда людей нема, а рыба есть? Приходится рассказывать, да. Так. Все, Катюшка, здесь посолил, поперчил и до свидания. Миллион. Микрофон. Ай, хорош. Так, масло жареное. Урожай непонятного года. Это ваш купальник? Да вы что? А вы же говорили, вы поправились. Ты что? Ё-моё, Катя, он что, тянется? Мне надо, чтобы вы такой Кати Я сделали. говорю, боже, я без микрофона, ну ничего, я говорю, боже, говорю, чтобы в моем детстве такое было, да мы за это убить были готовы, да? Алиночка, Какая красота. я вам все исправлю и опять верну. Она даже Нет, в своем знаете, детстве очень обрадовалась. Она в нем ездила, да, вместо одежды, Я наверное, видела недели её. 2. Знаете, какая красота? И, Катя, иди сюда без спроса. Чисто вот на секундочку, вот покажи. Вот Алина. Вот у вас головой порядок, елки-палки, так еще и со скатертью у вас вообще. Ну, подожди, сейчас ну, Алине это скатерть пипец, ты начнут посмотри. Ну вот такое вот сотворить, ну, Катя. А подушки, а? Нет, вот так Слушай, у нас под этот стол уже шифонер, Катя, не подходит. В комплексе, понимаешь? Вот Вот это ты же бравенько. понимаешь, я как настоящая еврейская девочка, ничего не должно пропасть даром. То есть тут же Все очень, кусочки, лоскуточки. Да, сложно вот это вот. У меня еще 2 салфеточки получились. Они, правда, разного размера, Ага. понимаешь, но они такие А вот получились. это вот, еще одна не, скатерть. ну это А вот сколько она вам навезла этого материала? 3 вида? Уже все, мы Потому что, ну, мне сказала 3, потому что я знаю, что она не договаривает. Она заказывает 1 пион, потом эти пионы нам едут целый год. Она ты посмотри, его просто какая поздно отправит. нежность. Это вообще. Катя, это что? И кружево Ля- какое мы подобрали. О, Ля Буш? Это Деришелье? Да, Катя? это вот Или на это самом деле Прованс? французский стиль получился, да, правда? да. И еще же будут 2 таких подушки. Вот такие же вот подушечки, еще как бы 2 будут. Просто, Я говорю, понимаешь, девочки, вот тут бы проделать голову, вот чисто вот прикиньте, да? И ты такая одна на ибице, елки. А что, Аленочка, вполне, А да? ты что, ты такой пурел? дело в том, что по системе кроя юбка солнцеклёша, она шьется приблизительно так. Вот так же, да? Здесь проделывается, отмеряется, и потом поясочек вставляется. Это просто... Дело в том, что я не умею делать как попало, понимаешь, неважно, чего это касается. За кепок мы уже выяснили, а за подушечки, ты ж только посмотри, я сделала бортичек, да, чтобы это было красивенько. Я поставила сюда змеечку. Сережа, ты ее видишь, эту змейку? А она здесь есть. Вот те, кто знает, что такое Алина Маршал, это по умолчанию качество. Ну, а потом уже и красиво. Вот, ну и подушечка. это О, Высший как сказать? пилотаж. Красиво и И качество подушечка. одним словом. Но тут же дело даже не в этом. Мне пришли Это подушки, таки я да. заказала подушки. Но когда они мне пришли, они мне просто чисто визуально не понравились. Вот может мне не понравиться. И что, вы их отправили? Нет, я их не отправила. Я на А вы них им сделала- наволочки шили? Я на них сделала новый наперничек. А этот наперничек мне нравится, правда? Очень Да? красиво. Вот, ты понял? А теперь вот так вот раз, снял, постирал. Я тоже считаю, что именно эта цибулька сегодня с этой картошкой должна Да? быть именно в этой Сейчас мы сковородке. возьмем подушку, положим себе под попу, пойдем кушать. Вот Точно. это- Точно уже. Вот Давай это корми нас уже. гурман, ее во всем. Не сгорела? Катя, не сегодня. Сейчас это искать почти... А, да, судя по тому, что было больше, я уже его сюда добавил. Я тебе хочу, конечно, сказать, Катя научилась снимать. Еще следующий этап – это передавать запахи, которые тут ароматы. А это уже наши телезрители, да. Ароматы. Ой. Люди приходят, вот это вот сейчас вот эти вот выходные прошли. Боже мой, какие комментарии теплые, добрые люди пишут. Сережа, мы, конечно, думали, что это ресторан, но не думали, что аж настолько. Это что-то легендарное вы сотворили. Туалет – это вообще отдельный вид искусства. Это винтаж. Это кран такой, что, блин, ни в одном ресторане города Одессы нема. Плитка такая имеет трещины. Ребята, это не трещины, это паутина времени. Мы специально для вас выдержали вот эту вот старину, да? Да любой нормальный может втюхать туда $1 миллион и сделать из него блестящие яйца, как у того кота. Оно же никому не надо, да. Я еще про туалет не читала. А вот ты знаешь, я хочу тебе Как там такое сказать, написали, это ресторан лучший в Одессе, елки-палки. Да. вот я рассказывала за своего учителя, за вот эту старину, да, и вот этот антураж, в который мы погрузились с мужем, когда первый раз увидели вот это. Но у меня дома есть уникальная швейная машинка Зингер, которая на сегодняшний момент пережила уже 2 войны. Ох, елочки. Ты понимаешь, эта машинка, год выпуска, это 17-20 год Обалдеть. выпуска. И эта машинка не просто моего учителя, это его отца. Еще машинка, которая досталась ему от деда. Ну вот это вот. И я ее, когда она досталась мне, я, конечно, ее отреставрировала, привела ее в порядок и думала сохранить ее просто как антураж. Но когда у нас появились первые блэкауты, я хочу тебе сказать, что она работает так, как нам с тобой, Сережа, знаешь, как в Одессе говорят, ползти и плакать. Я хочу тебе сказать, что такие швы, как выполняет этот Зингер, не выполняет ни одна современная машина. Она
Ну и кроме всего прочего, это само сознание, что ты на этом зингере сделала вот эти какие-то стежки, какие-то швы и все это. Ну, Ну так потому что здесь ты регулируешь, с да, какой да. скоростью А, тебе делать. ножкой, Куда, да. да. Тик-тик-тик-тик-тик. Под какое настроение Ой! ты строчишь? Да. Что? Я хотела сказать, что нам подарили вот эту маленькую машинку, которая шьет. Короче, девочек есть на чем учить, Алиночка. Да. Крошечные вот эти игрушечные машинки, представляете? Не, она таки И строчит, она да? шьет. Да, конечно, шьет, конечно, шьет. Надо показать. Да. Покажешь. Мой выпускной. Это мы сейчас говорим, да. Это я принесла машинку. И понеслись разговоры, да. Воспоминания. Были времена, что даже мороженое себе купить не могли, а не то, чтобы одеться. Мой выпускной хочет уж быть красивой. Эпоха тотального дефицита. То есть нет вообще ничего. Мало того, мы очень скромно жили. То есть денег на это на все не было. Какие-то наряды не было. Мама мне достала такие белые туфли, лодочка, уродки, но они были только белого цвета. Я достала там через каких-то девочек в спорттоварах, знакомых, достала гимнастические купальники, но только белого цвета, потому что черные были дефицит. И то в них не купались, в них выступали, елки. И тюль, старую тюль. Что я сделала? Я беру зеленку и беру синьку, покупаю в магазине синьку, зеленку и красное, вот это вот было, которое, как он назывался, еще красное мазали. Да. Я покупаю эти 3 цвета и делаю просто ватой, я делаю вот это вот. Точно так же я крашу весь купальник, и из этого я делаю пачку. Ну, тогда это было очень модно. Это первый наряд для Леди Гаги вы придумали? Да, чтобы вы меня Обалдеть. видели на этом выпускном, это было вырви глаз, понимаешь? Это Но вы был- были, наверное, самая Но красивая. я была самая красивая. И этот наряд Неповторимая. выпускной я себе шила сама. Это был белый облегающий купальник, который был растыкан вот этими вот. А потом, через какое-то время, вы помните вот эти футболки знаменитые американского этого бренда, который вот так он их скручивал и в разные краски Типа опускал? варенки такой. Типа варенки. Так вот это стало самое популярное. Хаотично. Но я точно такой же вариант сделала. Вот тогда у меня был точно такой же вариант. Я пошила себе пачку, и я постепенно в раствор опускала. Аккуратненько, прям чтобы красный, да. по-разному. И она у меня была, эта пачка, разными такими разноцветными. То есть цвета и тренд был один-один с этими фирменными футболками. Не, ну ты Обалдеть. мне скажи, ну я же в это время жила не где-то там в проклятом Нью-Йорке. Ага. Я жила в Одессе на Молдаванке, в Советском Ёшки Союзе, ты понимаешь, куда мне было двигаться? Кому я нафиг Ну была ничего, нужна? это только технологии были разные, а голова-то была одинаковая у людей. А у меня была Обалдеть. история, слышите, тоже же времена такие тяжелые были. Да, да. Все идут на дискотеку, красивые, у всех штаны там и так далее. А у мама приехала из Сирии, и у нее было много отрезов. Тогда что везли? Какую-то бижутерию и отрезы ткани. Значит, кожзам я беру, чтобы вы как этот Да. самый портной понимаете, кладу на пол и вырезаю, просто вырезаю штаны себе. То есть там ни выточек нету, вот просто визуально вырезаю штаны, меряю. Направление Они мне как чуть-чуть большие. Я себе мелом рисую, как они должны. Короче, я себе шила такие кожаные штаны, Алина, чтобы вы понимали, Да. лучше было не найти. Да. Единственный их минус был, они были полностью облегающие. И вот это я приходила в ночные клубы, красивая жопа была, все. Но от жары ты приходишь, снимаешь эти штаны, оно воняет так, как будто бы я просто... Старая лошадь, Катя, да? Хуже, зато было Мне кажется, что красиво. к концу вечеринки я уже слышала, как оно пахнет с этой стороны. А может, кожа была техническая? Последний рубль на такси. Не, ну капец Понты просто. дороже всего. Да. Зато ж как было А, красиво. Катя, я вот хоть бы... Да эти штаны еще где-то у мамы лежат, я тебе Пожалуйста, на пердолик для меня. Ты меня... Ну, я уже не меня надо приколюсь щас- в них, даже если очень захочу. Мне надо сейчас свое больное воображение для того, чтобы именно... Не, красиво было, наверное, где-то есть Ну, с ногами фотографии. мне такие же, я думаю, Катя, как были у тебя раньше. Нет, Сережа. Что, хуже стало? Или не лучше? Я просто мама. Катя, ну мама, ты здесь, а тут ты Мама, она в... Ты бы если 3 а раза тут ты еще, родил, я слава бы на богу. тебя посмотрела, Сереженька. Что ты там уже достаешь? Отгадай, Катя, что? Понятно. Вот тот фонарик, который невозможно разбить, и посмотри, что они делают. Этот Килнекс, ребята, он же не бьется. Ну, Катя, замантулили его так. Это тот фонарик. У меня был, короче, дали мне фонарик, говорят, Серега, ты с ним ничего не сделаешь. Я сделал. 1,5 недели я его гробил, долбил, топил, переезжал машины, не знаю, там, И шо? кидал его в воду. И Ну, хоть где-то что-то нет, что-то случилось, и он перестал работать. Но так как у них сервис есть, я его отправил вчера, и сегодня он вернулся обратно. Ну, классная штука. Да, еще и мух бьет. Да ты ж. Незаменимое. Так это что нам надо? Не, он может падать, он может тонуть, его можно мыть, что угодно с ним можно делать. Сережа, пора накрывать на стол фонарик. Катя, извините. Сюда? Да, вон видишь синенькая. У нас такой же был, да? Ты вот так вот себе повесил. У Не вас было у нас такого. Килнекса не было? Будет, это ваш. На день рождения. Вам подарок на день рождения.
от компании Killnex. Катя, иди сюда. Боже, я не Алиночка, могу принимать такие дорогие подарки. Отреставрированный. смотрите. Да, канолевый. Я не могу такие дорогие Я подарки. вас умоляю, сразу принимать. оставьте в покое. Здесь есть раз режим, два режим, три режим. Если не ошибаюсь, вот здесь он может года полтора светить. Обалдеть. Ну, мама Вот- на ночь включает. Вот в красный, этом не режиме видно часов всё. 45 он у вас будет работать на батарейке. Не переживайте. Максимально вам сделать дома красиво. Слушайте, И вот отдельная кнопка. Отдайте уже. Возьмите. Спасибо Там где-то большое. от него есть даже не коробочка, Алиночка, а Проводочек. чехольчик. Слышишь? А вот это вот такое прям мягенькое. Strangers in the night, 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 Да. night, night, night. Он противоударный, ну, как бы швырять прям не надо, но... Его можно помыть под краном. Я его кинул в воду, Олег. Он у меня сутки был в воде, в ведре плавал. Плавал. И где-то там, видать, затекло, короче. Но у них есть, самое главное, у них есть сервис. Это не одноразовый. Если по гарантии, буду делать бесплатно. Я его... Наша одесская фирма. Одесса, одесситы. Вот Эта что? штука очень невероятная. Вот тот, вот этот. Что? Серега вам покажет. Микрофон этот. Там мы с Алиной выступали. Ну, мы как Фредди Меркьюри. В собранном виде. Ты видела, как она? Посмотри. Ух ты. Все. О, Я говорю, можно и в бильярд накатить, понял? да. Нет, Можно и угадать разочек кого-то, да. А можно просто красиво пользоваться. и в клуб можно. А куда мы уже где-то? Катя. Мы кушать будем? Да, Катюша, иди, я уже переворачиваю. Ох, смотри, корочка, ты что, все. Мы такие готовы быть счастливыми. А вот Да. правда, помнишь, твой сушеф Марат говорил, что начал когда учиться на повара в Израиле, у него спросили, какие ты блюда знаешь, и типа пожарь картофель. Да. У них на работу, когда в известные рестораны берут, у них ты должен пройти маленький такой себе конкурс. То есть приготовить из простого продукта козырного. Смотри, а знаешь, у них в чем прикол? Вот ты приезжаешь, допустим, тебя на таможне не пустили в Израиль, и тебе не объяснили почему. Так же самое и шеф-повар. Он тебе просто, вот ты пожарил, он попробовал. Либо тебя берут, либо не берут. Если не берут, сам чешись, что ты сделал не так. Это же не то, что здесь фуагра приготовить, там... не Да фуагру может каждый, а ты попробуй картошку довести до такого состояния, Катя, чтобы оно потекло. Боже мой, Катюша! А точно не считаю, только 5 звезд, 6 не бывает? По-моему, это Бывает, но они еще об этом не знают. чисто еврейская звезда, 6 звезд. не Катя, иди посмотри сюда, Алина. О, Салат называется умывальник, понимаете? не, ну, Сережа, это для тех, кто не понимает. Но это же самый цимис, сколько у нас Они не говорят в поймут, здесь Одессе. больше Боже, ничего и не надо. Боже, картина Всё. маслом. Пусть он истекает, а я хочу свою Катю пригласить ненадолго. Катя, Куда, Сережа? На идем рандеву. здесь недалеко. На рандеву. Алиночка, вы там уже были? Да. Вы можете здесь с Олегом делать что угодно. А я... Катя, идем в темное место. Да просто, блин, она мне обещает ночью поснимать видео. Иди сюда, Катюша. Я хочу, чтобы как там в темном месте снять видос. Как этот, Катя, фонарик работает, а? Катя, закрывай двери за собой. Но ни на что себе не рассчитывай. Иди и закрывай. Ох ты. Катя. Тихо, не врубай вспышку. Хочу протестировать. Осторожно, покрашено. А я что, по-твоему, Катя, Ну, делаю? ты дотронулся там. Да и успокойся, Катя. Смотри, боже мой. А ну-ка, где режимы? Шикардос? Ну, видно все. Прекрасно. Смотри. Обалдеть. Хочешь под потолок? Правильно. Не, Killnex, вы молодцы. Вот я кому не даю потрогать. Во-первых, думают, что это микрофон. Ребята, это не микрофон. Это есть направленного действия. Видишь? Здесь экономия. Не знаю, там на СТО ты там что-то там делаешь там. Есть в другую сторону. Есть среднячок, Катя. Это для нас с тобой. Когда все уснут, Катя, если ты увидишь на этом фонарике, Катя, вот такой спускаться в ненавязчивый ободок, спускайся, Катя, в подвал. Пошли. Все, выходим. А то я сейчас сдержать себя не могу. Тихо, успокоилась. Катя, тебе что-то видно? Угу, тебя и кроватку. Вот это сос, но оно нам не надо. Короче, здесь режимов штук 20. Ребята, это пипец. Идем, Катя. Ух ты, нудный человек, боже мой. Ё-моё. Все, привел, слава богу. И что, как там тебе было? Прекрасно. Катя. Да. Да уже скажи всем пока-пока. Не надо уже эти тарелки доставать. Уже скажи всем пока-пока. Дай уже людям вообще отдыхать со своими тарелками. Ёлки ты моталки. Алиночка, От не всей души, с переживайте, хорошим она вас все равно настроением. покормит. Да, так мы с Маратом делаем всегда. А от всей души с хорошим настроением для вас сегодня
Поздравил человека. Готовили? Вашими сердцами, да, моими Рассказывали. губами. Да, одесский телефон. Чао. От всех вас. Что вы набыли здоровья? Чао. Эх ты, А мы профитроли кушать в конце концов, да? идите там, чай, картошка, салат. Катька. Всё, я выключила. Туши. Еще дел за гланды. Пипец, да.